Копирайтинг. Реально ли сейчас в условиях искусственного интеллекта зарабатывать на текстах? Нужны ли вообще кому-то тексты? Или все-таки ChatGPT может их взять и написать за вас? В этом видео хочу рассказать о подводных камнях профессии копирайтер и можно ли зарабатывать на текстах. Меня зовут Галина Горбань, я с 2013 года на фрилансе. Начинала я с написания текстов и, соответственно, я повышала постоянно свою квалификацию, потому что первый подводный камень — вы не можете написать очень много текстов, то есть это очень трудозатратно и всегда есть у вас какой-то потолок, которого вы можете достичь, то есть какого-то предела. И из-за этого нужно все время ставить себе цель расти для того, чтобы повышать свою квалификацию. И именно так я повышала свою квалификацию. То есть я вначале просто писала тексты для сайтов, потом писала тексты для соцсетей, потом делала картинки для постов в Instagram, потом я разрабатывала контент-планы, начала запускать рекламу, постоянно проходила обучение маркетингу, рекламе, и для того, чтобы уже стать действительно предпринимателем, а не просто человеком, который пишет тексты и ограничен в своем доходе. Основной такой подводный камень в копирайтинге — это то, что вы не можете сразу зарабатывать много. Почему? Потому что вы не до конца понимаете, для чего вы пишете тексты, в каком стиле должны быть написаны эти тексты и вообще, где люди их размещают, то есть для какой цели у вас их хотят заказать. Потому что тексты могут быть разные. Это могут быть тексты для email-рассылок, это могут быть тексты для сайта, для лендинга, либо тексты с ключевыми словами. Это могут быть тексты для Инстаграма, это могут быть сценарии для Reels, это могут быть воронки, прогревы для сторис. То есть видов текстов очень много. И хорошая новость в том, что ChatGPT не совсем успешно справляется, и видно, когда пишет все-таки тексты искусственный интеллект. Поэтому профессия копирайтера, она не исчезнет вот прям совсем, но будут более высокие требования к людям, которые пишут тексты. Потому что те, кто заказывают тексты, если вдруг вы захотите использоваться искусственным интеллектом, то люди будут, конечно же, видеть, что этот текст написан искусственным интеллектом, и нет смысла платить вам за это деньги, когда можно просто закинуть запрос в чат GPT. Поэтому, если вы настроились на то, что вы хотите писать тексты, зарабатывать на тексты, то будьте готовы к тому, что первые месяцы, а может быть даже годы, вы не будете получать какие-то там огромнейшие суммы за ваши тексты. Потому что если брать в целом там какие-то биржи копирайтинга, где люди размещают заказы на тексты, то там очень мизерная на самом деле цена за целые листы написанного текста. Конечно, выгоднее писать людям тексты для Инстаграма, сценарии для Инстаграма, но для этого вам тоже нужно разобраться со структурой этого текста, потому что все виды текстов, они на самом деле отличаются. Поэтому вы можете в целом либо выбрать какое-то направление и его изучить, и хорошо, конечно же, когда вы растете в написании этих текстов, потому что, например, когда-то мне заказывали тексты для магазина шоколада ручной работы, и вот они хотели, чтобы это тексты были такие прямо творческие, очень много там каких-то прилагательных, что там вот, чтобы показать, что кокосовая начинка — это обезьяна лезет на дерево, и вы почувствуете, как она взбирается к этому кокосу, и он падает, и вот этот аромат, он попал в наш шоколад. То есть вот как бы запрос у клиента был такой текст тоже можно написать, но принцип в Инстаграме, он немножко другой. То есть тексты в Инстаграме — это не какая-то поэма, что нужно прочитать и получить удовольствие. Задача текстов в Инстаграме — то, чтобы человек либо получил какую-то пользу, на вас подписался, или на вашего клиента, либо чтобы человек купил благодаря этому тексту. Поэтому есть очень много нюансов, но в целом тексты — это, наверное, то, что нужно будет всегда, потому что ни один бизнес, он без текстов не обходится, ни один сайт без текстов не обходится, поэтому если вы еще умеете писать на разных языках, то это тоже огромнейшее преимущество будет в ваш адрес, но будьте готовы, что для того, чтобы выйти на какой-то доход и просить какие-то большие деньги за свои тексты, у вас должен быть соответствующий уровень, должно чувствоваться профессионализм этого письма, а все это приходит с опытом. Можно пройти очень много обучения на самом деле, но только когда вы будете постоянно писать, то есть постоянно совершенствовать свой навык письма, тогда вы уже придете к тому, что от вас хотят заказчики, каким должен быть этот текст, и когда вы будете уже вообще видеть результат работы текста,
текста, когда там после него была какая-то продажа, тогда уже вы поймете, все, значит, я в верном направлении. У всех текстов, конечно же, есть структура, есть схемы, поэтому все это можно изучать для того, чтобы совершенствовать свои навыки. Но самое главное, это то, что не рассчитывайте на огромный доход. А если вы уже, например, разобрались с написанием текстов, то не ставьте себе планку, что я буду заниматься только копирайтингом, потому что, например, на настройке таргетированной рекламы можно получать в месяц больше, чем, например, на текстах. Только из-за того, что это больше ответственности, это финансовая ответственность, навык текстов тоже вам пригодится, потому что нужно писать тексты для рекламных креативов, и под рекламным креативом тоже должен быть текст, но при этом зарплата таргетолога, она выше, чем зарплата копирайтера. Еще один подводный камень профессии копирайтинг – это поиск клиентов. То есть не рассчитывайте, что как только вы сказали, что вы копирайтер, у вас посыпятся заказы, потому что многие люди сейчас отлично обходятся без копирайтера с помощью чата GPT, и поэтому вам придется приложить усилия для того, чтобы найти клиентов. Это может быть либо ведение своего блога Instagram и запуск рекламы для того, чтобы о вас узнали другие люди, либо, может, вы будете сами писать этим людям, предлагать свои услуги в написании текстов, либо, может быть, вы будете регистрироваться на каких-то биржах фриланса и, соответственно, там реагировать на различные предложения. Либо, может, вы найдете какое-то объявление, где нужен копирайтер именно в штат, когда вы будете работать не удаленно, а будете работать именно в офисе. Недавно на курсе моем «Рост и продажи через таргет» училась девушка, она копирайтер. Занимается она копирайтингом очень давно, и я ее побудила пройти это обучение для того, чтобы она просто подняла свой чек, потому что даже если вы профессионал в написании текстов, у вас есть физические возможности, то есть объемы текста, которые вы можете написать. Таргетинг, он, конечно же, расширяет возможности, поэтому я вообще за то, чтобы постоянно получать какие-то разные профессии, потому что сейчас люди все чаще приходят к тому, что им нужны универсальные люди, которые могут не только текст написать, но его и выложить, оформить. То есть люди не хотят собирать команду из тех, кто делает мелкие задачи. То есть человек хочет, чтобы один человек закрывал его все потребности, например, в блоге Instagram. Поэтому начинать с текстов стоит, но хочу, чтобы вы понимали реальности, что это не про какой-то миллионный заработок, это путь, который приведет вас к доходу, к которому вы хотите, если вы будете постоянно расти, постоянно развиваться, ну и, конечно же, постоянно учиться. Ну а если вы хотите узнать больше о курсе «Рост и продажи через таргет», то оставляйте заявку на моем сайте, потому что этот курс подходит и тем, кто занимается копирайтингом и хочет расширить свои услуги и повысить свой чек.